Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на третью декаду ноября для знака зодиака Скорпион. Давайте посмотрим, что вас ожидает в период с 20 по 30 ноября представителей знака зодиака Скорпион. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим советы от Таро, от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Скорпионы, третья декада ноября. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас будет происходить в начале этих 10 дней, ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней, в конце ноября. И совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, Скорпионы, третья декада ноября. Ну или сюрприз, неожиданность, или Ленорман на чем-то сделает акцент. Да, смотрите, как сюрприз, неожиданность. Кто-то из женщин, например, запишется в тренажерный зал или займетесь спортом. Ну, это приведет к переменам в вашей внешности. У кого-то из женщин может быть секс и неожиданная беременность. Еще метла у нас это могут быть конфликты, ссоры, это какое-то давление на вас, но по аистам вы сможете все это преодолеть. Может быть, даже избежите этого конфликта. Также здесь могут быть хлопоты с переездом. Мы сейчас уточним для тех, кто в браке, ну или в отношениях. Здесь может быть перемещение, и метла говорит, что будет очень энергозатратный период. Может быть, вы уже переехали, может быть, у кого-то здесь какой-то ремонт или еще идет распаковка вещей. Да? Кто-то может отказаться от каких-то тягостных отношений. Вот семерка, здесь какая-то борьба идет. То ли вы боретесь в отношениях, то ли вы боретесь за свою любовь. То есть какую-то одну победу вы одержали, и опять битва. Так, ну давайте мы посмотрим. В начале этих 10 дней у вас ложится шестерка жезлов. Да, но шестерка жезлов — это карта победителя. Вообще карта успеха. Она говорит, что вот человек вознагражден за свои усилия, тяжкие труды, и он выходит победителем из всех испытаний. Испытания могут быть разные. Это может быть получить работу, это может быть получить должность, все-таки здесь туз кубков, но придется кого-то там преодолеть, каких-то еще конкурентов, завистников. Может быть, это удача в каких-то соревнованиях, или это карта известности, популярности. То есть человек шел к своей цели, и его признают как специалиста. Вот ему хлопают, аплодируют. Также это может быть победа над самим собой, или победа, например, вот в битве за свою любовь. Если это работа как на себя, я говорю, здесь может быть как сарафанное радио, то есть известность. То есть вот передают по сарафанному радио, что есть такой специалист. Может быть, это вот наплыв клиентов, много заказов. Хорошо. Ну вот вы поборолись, вы что-то добились, и по семерке опять какие-то преграды на пути. Но это у нас в отношениях. Тут или бороться, сталкиваться с характерами, или здесь бороться надо за свою любовь, или здесь нападки какие-то, например, с кем вы живете. То есть вот человеку приходится отбиваться. Здесь всегда карта говорит, есть шанс добиться желаемого,
отвоевать свое место, но для этого придется расставить границы, как бы сразу поставить людей на место. Но если это вы боретесь за любовь, давайте посмотрим. Да. Мгм. Ну, смотрите, какие-то отношения вы закончите. Здесь семерка. Ну, мы боремся за любовь, да, какую-то победу мы одерживаем. Ну, например, вы в браке, у вас мужчина, который вообще любит всех женщин. Одну соперницу вы победили, муж вернулся в семью. Ну и опять, опять какие-то измены, обман и опять защита. Вот этой карты сказали, вот эти перемены придут только когда вы откажетесь от каких-то очень тяжелых отношений. Кроме борьбы там, ну, может быть, был хороший секс, да. Но кроме борьбы там ничего не было. Наоборот, был обман, измены. Если это вы боролись за отношения, человек был не свободен, по семерке он вам обещал, что вот сейчас подаю я на развод, да, и все, мы разводимся, и мы с тобой будем вместе. Это очередной обман. Это вот пятерка жезлов, это конкуренция. Мы бьемся, бьемся, одерживаем победу. Потом у нас шестерка, да, мы на коне, наконец-то мужчина опять мой. Потом семерка, опять появляются какие-то претенденты. Потом идет восьмерка, опять улучшаются отношения. Потом опять девятка. Опять мы защищаемся. Защищаем свою любовь. Но обратите внимание, здесь человек уже просто ранен. Вот эти отношения, вот по этим картам, это токсичные отношения. И вы от них, скорее всего, освободитесь. Вы подведете черту в конце ноября. Кто-то подаст на развод. Кто-то просто примет это решение. Скорее всего, это была кармическая связь. Для тех, кто в поиске любви, старший аркан влюбленные, да, здесь и любовь, и страсть, тут и притяжение. Это встретить свою вторую половинку. Да, карта говорит, что все-таки это старший аркан. Над этими отношениями придется работать. Может быть, вот кто-то из женщин запишется в тренажерный зал и там познакомится. Но это не обязательно. В любом случае, карта говорит, что вы на пороге новых отношений. Работа, карьера, бизнес. Тут может быть реально получить какую-то должность, за которую вы будете здесь биться. То есть вот биться, чтобы в вашу жизнь пришли перемены по работе. Может быть, через конфликты, даже ссоры. Или карта показывает ваши активные действия. Также это может быть начало какого-то вашего творческого проекта, вот признание вас как специалиста. Но в любом случае здесь какие-то приятные, радостные новости. Может быть, прибавление зарплаты. Может быть, вот по справедливости здесь заключение какого-то крупного договора, сделки, контракта. Это может быть какая-то даже официальная структура. Тут единственное, что она у нас ложится в совет предупреждения. Она говорит, если вы подписываете какие-то важные для вас документы, то посоветуйтесь с юристами, да, чтобы все было чисто. Для тех, кто в поиске работы, да, пятерка пентаклей, это безработица, да и возможностей-то никаких нет. Давайте здесь вам совет посмотрим. Для тех, кто в поиске работы, есть какой-то шанс-то у вас. Тут, конечно, для женщин могут быть перемены по работе, по аистам. Тут или надо куда-то уезжать, или, может быть, все-таки проявлять активные действия. Активные действия, да. Ну, тут будет все зависеть от вас. Вот маг — это еще может быть начало какого-то своего дела. Но здесь совет вам говорит, взвесьте все возможности, да, и все да и против, ваши ресурсы, в первую очередь финансовые, да. И если реально вы понимаете, что вы потянете, начинайте. Но еще маг — это человек, который коммуницирует, который очень много общается, звонит, куда-то ходит на какие-то собеседования.
проявляет все свои таланты, да, вот показывает. То есть вот, как я сказала, тут будет зависеть всё только от вашей активности. Если планировали что-то начинать, начинайте. Тут по деньгам, здесь может быть какая-то поездка, может быть, нужно будет куда-то отправляться в дорогу. Но еще шут — это у нас траты на детей, на какие-то, может быть, поездки, путешествия. Иногда карта говорит о неумелом обращении с деньгами, то есть у нас то густо, то пусто. Ну а еще это у нас новый денежный канал. У кого-то здесь может быть вот новый какой-то проект, новая должность. Естественно, канал обновляется. Еще шут — это риск. Здесь риск, а здесь расчет, взвешивание. Давайте мы посмотрим с вами. Да, риск-то оправдан здесь. Риск оправдан. Ну, в принципе, карта говорит, что, может быть, не сразу вы получите. Рискнете куда-то, вложите свои деньги. Может быть, не сразу вы получите эти деньги. Будет медленный, но все-таки уверенный рост. Еще вот я кому-то говорила про беременность. Да? Здесь могут быть траты на или беременность, или на прерывание беременности. Но в совет ложится кармическая карта. Говорит, что тщательно все продумайте. Аборты — это кармические долги. Хорошо, в конце ноября у вас ложится десятка мечей. Ну, вот кто-то, может быть, будет какую-то операцию делать. Также карта показывает, какие-то планы, которые вы будете строить на конец ноября, могут не осуществиться. Если вы планировали куда-то поехать, в какое-то путешествие, поездку, вот вы ее, может быть, даже долго ждали, она может у вас не состояться. В совет предупреждений ложится новые законы, что-то опять схлопнется, и вы не сможете поехать. Может быть, от чего-то вы откажетесь, кто-то может уйти с работы, у кого-то, наоборот, заканчивается период безработицы, кто-то может уходить из отношений. Давайте мы десяточку уточним. Да, ну тут какая-то была энергозатратная ситуация в вашей жизни, и вы ее завершаете. Кто-то может справиться с какой-то болезнью, если кто-то болел, или справиться с трудной ситуацией в вашей жизни. Старший аркан силы, что вы справитесь. Вам хватит и сил, и энергии завершить что-то. Самое главное, убирайте страхи, нерешительность и сомнения. Если уж приняли решение, да, вот по справедливости, то завершайте. У кого-то просто заканчивается вот эта борьба, когда вы боролись за свою любовь. Хорошо, давайте посмотрим совет африканского оракула для вас. Скорпионы, 3 декада ноября. Совет африканского оракула. Богиня судьбы, она у вас прямая сейчас. В игру вступили высшие силы. Борьба с тем, что кажется неизбежным, неконструктивна и не приведет к успеху. Вас ведут к вашему истинному и высшему предназначению, которое может быть непонятно до последней минуты. Просто двигайтесь с потоком. Еще совет у нас от оракула королевы Луны. Скорпионы, 3 декада ноября. Вил это воля. Это как вот старший аркан сила. Карта говорит, что вот эти 10 дней какие-то решения будут требовать от вас действий. Вы должны понимать, что вы сами контролируете свою жизнь. Вы сами должны принимать решения, а не кто-то другой. Постарайтесь, чтобы на вас не давили и не оказывали влияния при принятии каких-то важных решений и действий. Вам нужно быть сейчас очень настойчивыми. Вы обладаете свободой воли, а это значит, что вы сначала должны сосредоточиться на себе, на своих желаниях, но и в то же время
не ставить свою волю выше воли других. То есть постарайтесь, чтобы не давили на вас, но и сами не давите на других. Хорошо, давайте посмотрим, что нам ответит маятник. Скорпионы, 3 декада ноября. Маятник, ответь, пожалуйста, скорпионам на их запрос, да или нет, с 20 по 30 ноября. Я думаю, все-таки ответ да. Я сегодня снимаю, у нас лунное затмение, может быть, реально вот влияет на энергетику. Он сегодня вообще как-то очень странно двигается для всех. Я думаю, что ответ да. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравился, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего хорошего.